Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим детское меню на день рождения. Так как детки не любят сидеть за столом, им для праздника лучше всего подходят блюда, которые можно взять с собой в руку. В этом меню я постаралась приготовить максимально простые, но в то же время интересные блюда. Первым приготовим торт, так как ему еще нужно дать настояться. Готовится торт несложно и получается оригинальным и очень красивым. Он отлично подходит на любой день рождения, только меняйте цифру в соответствии с возрастом. Тесто для торта будет медовое. Оно очень удобное в работе и легко готовится, и всегда получается. В миску разбиваем одно яйцо и высыпаем 100 грамм сахара. Все перемешиваем венчиком до легкой пены. В получившуюся смесь добавляем 60 грамм меда, 40 грамм сливочного масла и 1 чайную ложку соды. Всю эту смесь ставим на водяную баню, дно миски не должно касаться воды. Смесь нагреваем, постоянно перемешивая до полного растворения сахара. Смесь должна немного увеличиться в объеме и появиться мелкие пузырьки пены. Смесь снимаем с водяной бани и небольшими порциями добавляем в нее примерно 200-250 грамм муки, постоянно ее перемешивая. Когда тесто станет более густым, продолжаем вымешивать его руками. Тесто должно получиться мягкое и липкое. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 1 час. Если вы хотите оставить тесто дольше, то поставьте его в холодильник. Тесто настоялось. Теперь оно стало очень удобным в работе и не липнет. Берем кусочек теста и раскатываем его на пергаментной бумаге, немного присыпанной мукой. Если тесто все-таки липнет, то добавьте в него муки. Толщина раскатанного теста должна быть 3-4 мм. Раскатанное тесто немного посыпаем мукой, чтобы к нему не приклеилась бумажная цифра. Вырезаем цифру 9 с помощью ножа. Высота моей цифры 30 см. Лишнее тесто убираем и используем по второму разу. Вырезанную цифру вместе с пергаментной бумагой аккуратно перекладываем на противень. Тесто ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 7-10 минут. Так выпекаем все коржи. Из этого количества теста у меня получилось 3 коржа. Готовим сливочный крем для торта. В миску кладем 300 грамм холодного сливочного сыра. Как его приготовить в домашних условиях, смотрите у меня на канале, ссылка на экране или в описании под видео. Насыпаем 130 грамм сахарной пудры и наливаем 150 мл холодных сливок жирностью 33%. Крем взбиваем миксером сначала на низкой скорости, а затем постепенно увеличиваем ее до максимума. Очень важно, чтобы сливки и сливочный сыр были холодными, только из холодильника. Взбиваем крем до получения плотной пышной массы, которая хорошо держит форму. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок. Я буду отсаживать крем через насадку «Закрытая звездочка». Номер насадки 864. Складываем торт. На уже остывший корж снизу наносим крем, для того, чтобы торт не скользил по подставке для торта. Кладем корж на подставку. Сверху на корж отсаживаем крем с помощью насадки «Звездочка» или круглой насадки. Крем сначала отсаживаем по краю коржа, а затем заполняем середину. Сверху на крем аккуратно кладем второй медовый корж. Так собираем весь торт. Также у меня на канале есть и другие праздничные торты-цифры. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. На последний корж точно так же отсаживаем сливочный крем. Сверху торт украшаем безе, мини-шоколадками. Я торт специально сделала в желто-голубых тонах. И конфетками M&M's, желейными конфетами и посыпаем сахарными бусинками. Конфеты M&M's и желейные конфеты нужного цвета выбирала из пачки с разными цветами. Торт-цифра получился красивым и очень вкусным. Готовить его не тяжело. Поздравьте таким тортом своих любимых деток. Такой торт можно приготовить как для деток, так и для взрослых, только нужно поменять цифры. Вторым приготовим разноцветное желе в стаканчиках. Готовится оно несложно, но потребуется немного терпения. Оно красивое, яркое и отлично подходит для детского праздника. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 300 мл апельсинового сока.
Все перемешиваем и оставляем на 10 минут, пока набухнет желатин. Прошло 10 минут. Сок с желатином нагреваем в микроволновке. Ставим на 15 секунд, перемешиваем и опять нагреваем 15 секунд. И так до полного растворения желатина. Приготовленное желе разливаем по стаканчикам, в которых будем подавать десерт. Стаканы с желе ставим в холодильник, чтобы застыл первый слой. Пока застывает первый слой, готовим сметанное желе. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 15 минут. Берем 300 мл сметаны любой жирности, я использовала 20%, и насыпаем в нее 2 столовых ложки сахара. Сметану с сахаром перемешиваем. Желатин уже набух. Распускаем его в микроволновке. Распущенный желатин выливаем в сметану небольшими порциями и хорошо перемешиваем. Сметану желательно выставить заранее из холодильника, чтобы она немного согрелась. Примерно половину приготовленной сметанной смеси разливаем по стаканчикам на уже застывший апельсиновый слой. Опять все ставим в холодильник застывать. Готовим желе из напитка тархун. Насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 300 мл напитка тархун. Я его предварительно оставила открытым, чтобы из него максимально вышел газ. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10-15 минут. Тархун с набухшим желатином распускаем в микроволновке или на плите на самом маленьком огне. Подготовленное желе разливаем по стаканчикам, в которых уже полностью застыл сметанный слой. Желе опять ставим в холодильник застывать. На застывший слой из тархуна наливаем вторую половину сметанного желе. Если оно за это время застыло, то его нужно разогреть в микроволновке или на самом маленьком огне, постоянно перемешивая. Готовим последний слой из вишневого сока. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем 300 мл вишневого сока. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Желе из вишневого сока точно так же распускаем в микроволновке или на маленьком огне, постоянно перемешивая. Приготовленное вишневое желе разливаем по стаканчикам с уже полностью застывшим сметанным слоем. Все ставим в холодильник застывать. Из этого количества ингредиентов получилось 6 стаканов по 200 мл каждый. Разноцветное желе в стаканчиках готово. Оно красивое и яркое и точно понравится детям. Подается желе порционно для каждого ребенка отдельно. Такое желе можно приготовить за день до торжества и хранить в холодильнике. Третьими приготовим маршмеллоу на палочке в шоколадной глазури. Они красивые, яркие и очень нравятся детям. На каждую пластиковую палочку одеваем зефирки маршмеллоу. Это делается очень легко. Вместо пластиковой палочки можно использовать бамбуковую шпажку. В мисочку ломаем 200 грамм черного шоколада и наливаем немного сливок или молока. Все ставим в микроволновку. Нагреваем шоколад примерно 10 секунд. Вынимаем и перемешиваем. Так повторяем примерно 4-5 раз. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад, иначе он может свернуться. В растопленный шоколад макаем маршмеллоу. Обязательно хорошо стряхиваем остатки шоколада, он должен перестать течь. Также выбирайте качественный шоколад. Бывает такое, что сколько сливок не добавляй и не топи шоколад, он не становится текучим. Это значит, что шоколад некачественный. Пока шоколад не застыл, сразу же посыпаем его цветными сахарными бусинками. Таким методом украшаем нужное количество маршмеллоу. Приготовленное маршмеллоу ставим в стаканчики для красивой подачи. Дети его просто обожают. Такое угощение можно приготовить заранее, даже за 1-2 дня, и хранить его при комнатной температуре. Четвертой приготовим закуску, которую смело можно подавать на любой праздничный стол, даже на детский. Готовится она легко, быстро и получается красивой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем один большой сладкий перец и срезаем у него верхнюю и нижнюю части.
Перец разрезаем вдоль и вырезаем ножом семенную коробочку. Подготовленный перец нарезаем длинными полосками. Берем лист тортильи и смазываем ее сливочным сыром. Сливочный сыр можно заменить плавленным сырком или перетертым творогом. Вместо тортильи можно взять лаваш, но он тоньше и может рваться. Сверху выкладываем салатные листья. На листья салата кладем тонко нарезанную вареную колбасу. Для одного рулета мне понадобилось примерно 100 грамм колбасы. С одной стороны, ближе к краю, выкладываем кусочки нарезанного перца. Все аккуратно сворачиваем в плотный рулет. Получившийся рулет заматываем в пищевую пленку и даем настояться примерно 1 час, можно дольше. У готового рулета срезаем края с двух сторон. Разрезаем на 4 одинаковых порционных кусочка. Также на моем канале есть и другие рецепты закусок. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Блюдо, на котором будем подавать закуску, выкладываем салатными листьями. Выставляем закусочные рулетики и подаем на стол. Закуска получилась очень красивой и яркой, она вкусная и свежая за счет овощей. Готовится совсем несложно и отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Пятой приготовим оригинальную закуску паучки. Это красивая и необычная закуска, которая очень нравится детям. Сначала подготовим ножки для паучков. Берем сладкую соломку и нарезаем ее на небольшие палочки одинакового размера. Складываем закуску. Берем сладкий круглый крекер и смазываем его сливочным сыром. Кладем палочки из соломки. С каждой стороны по 4 штучки. Сверху опять кладем немного сливочного сыра. Все накрываем вторым крекером. Таким способом подготавливаем всех паучков. Немного сливочного сыра перекладываем в кондитерский мешок. Каждому паучку делаем глазки из сливочного сыра. Посередине вставляем капельку шоколада. Закуску выкладываем на блюдо и подаем на стол. Закуска паучки получилась оригинальной, вкусной и необычной. Готовится очень просто и быстро. Она отлично подходит для детского праздничного стола. Шестой приготовим мини-пиццу. Это вкусная и сытная горячая закуска, которую обожают и взрослые, и дети. Причем готовится она очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Примерно 400 грамм колбасы нарезаем кубиками. 2-3 помидора в зависимости от размера нарезаем сначала на пластинки, а затем режем небольшими кубиками. 400 грамм сыра трем на крупной терке. Берем 900 грамм размороженного при комнатной температуре готового слоеного бездрожжевого теста и немного раскатываем. Оно у меня разделено на 2 одинаковых куска. Я раскатываю каждую половинку листа примерно в 1,5 раза. Раскатанное тесто смазываем томатным соусом или кетчупом. Равномерно посыпаем нарезанной колбасой. Раскладываем подготовленные кусочки помидоров. Сверху все посыпаем тертым сыром. Лист теста с начинкой сворачиваем в рулет по длинной стороне. Точно так же повторяем и со вторым куском теста. Получившийся рулет разрезаем на кусочки толщиной примерно по 2 см. Все маленькие рулетики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Между рулетиками оставляем достаточно большое расстояние, чтобы они при выпечке не слиплись. Сверху каждую пиццу посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов. Выпекаем приблизительно 25 минут. Еще больше разных рецептов пиццы смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Пицца испеклась, подаем ее на стол горячей. Мини-пицца получилась очень вкусной, ароматной и сытной. Готовится она просто и получается всегда. Такую пиццу можно приготовить заранее. Она вкусная как сразу после приготовления, так и после повторного разогрева.
Также ее можно взять с собой на природу или на перекус. Седьмым приготовим фруктовый десерт в стаканчиках. Это быстро, ярко и вкусно. Клубнику нарезаем небольшими кубиками. Подготовленную клубнику кладем в стаканчики объемом 50 мл. Также кубиками нарезаем консервированные персики. Их тоже кладем в стаканчики. Также для такого десерта можно нарезать яблоки, груши, персики, киви, дыню, положить виноград или гранат. В каждый стаканчик с фруктами вставляем шпажку, чтобы было удобно и интересно есть. Такой десерт в стаканчиках готовится очень просто и быстро, выглядит на столе ярко, все детки обязательно захотят его попробовать. Фрукты можно использовать по сезону или те, которые предпочитают ваши дети. Если нарезать яблоки, то их сверху нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Если вам понравилось такое детское меню на день рождения, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.